Рисуем пейзаж тушью. Сегодня будем работать каллиграфическими кистями на рисовой бумаге и рисовать будем черной тушью. Наводить будем несколько оттенков. Прежде всего я мочу свою кисть, затем немного ее подсушиваю и навожу нужный мне оттенок туши. Затем я подсушиваю кисть так, чтобы она работала как карандаш, чтобы линия, которую я буду рисовать, не растекалась. Если вам трудно работать кончиком достаточно объемной кисти, то тогда лучше возьмите малую жесткую кисть. И сейчас мы с вами контуром рисуем деревянный забор. Немножко такой замысловатый. Линии не должны быть совершенно абсолютно прямыми, линия не должна быть одинаковой ширины, и она может быть даже прерывистой. Затем, нарисовав некоторый контур забора, я подсушиваю кисть, чтобы она была сухая, но с наличием краски, туши, достаточно активной, но не самой черной. И затем кончиком кисти я провожу по горизонтальным частям забора внизу и по вертикальным сбоку слева, чтобы нанести некоторые понятия тени. Затем кончиком кисти, можно даже не совсем сильно его выпрямлять, кончик, я рисую, намечаю лестницу. Затем я навожу более светлый оттенок туши, но жидкости на кисти не должно быть много. Опять же, она должна быть полусухая, так чтобы она поскрябывала по бумаге, и этим более светлым оттенком я заполняю оставшиеся части забора, но не все. И затем этим же светлым оттенком я затемняю нижнюю часть каждой ступеньки лестницы. Не надо сильно аккуратничать, мы рисуем достаточно свободно. Затем этим же оттенком туши с той же влажностью кисти и той же средней кистью я намечаю будущие скалы горизонтальными и вертикальными движениями. Затем я немножко распушаю кончик кисти и тем же оттенком или примешав немного более темной туши, я оставляю отпечатки распушенного кончика, намечая места для будущей зелени и немного затемняю места между заборами, там, где потом будет зелень. Затем я беру более малую кисть, более темный оттенок туши. Влаги на кисти должно быть по минимуму. И линиями я рисую ветки дерева, склонившегося над лестницей. Для тонкой линии я оказываю меньшее давление на кисть, для более толстой линии я оказываю большее давление на кисть. Затем, взяв светлый оттенок туши, для этого тушь нужно развести водой, и влаги в данный момент на кисти должно быть достаточно, чтобы точка, которую я ставлю, немного расплывалась на бумаге. И кончиком кисти я оставляю точки разного размера и оставляю это подсыхать. Затем тем же светлым оттенком туши я намечаю будущую зелень, точнее рисую первый ее светлый слой. Для этого движение начинается с кончика кисти, затем кисть более прижимается и опять возвращается к кончику, чтобы нарисовать такую достаточно длинную траву. Травинки, которые тонкие, они просто рисуются кончиком кисти тонкой линии. Для этого мы минимально оказываем давление на кисть. И по такому принципу, выполняя вот такие вот дугообразные линии, прежде описанным мазком, я заполняю зеленью некоторые участки. Также не забываем участок за задней частью забора и также прорисовываем некоторые травинки, которые выходят за забор на лестницу. Затем я беру темный
активной туши черной на большую или среднюю кисть, распушаю ее кончик, высушиваю ее об салфетку и поскрябываю ей по бумаге, по тому месту, где наметила скалы, задавая им фактуры. Затем я беру малую жесткую кисть, на ней должно быть воды по минимуму, она должна быть работать как карандаш, и черной активной тушью я очерчиваю контур забора. И затем добавляю ему немного деталей, то есть я прорисовываю в некоторых местах текстуру дерева. Так поступаю со всем забором, и затем черным активным цветом туши я той же самой жесткой малой кистью оставляю в некоторых местах уже насыщенные темные точки на ветках дерева. Точки разного размера. Затем более темным оттенком туши, но не самым активным, той же самой малой жесткой кистью, или можно взять кисть пообъемнее, лучше, конечно, немножко побольше, не совсем малую, и средней жесткости. Я повторяю все то же самое, что делала, когда рисовала зелень первым светлым оттенком туши. Просто уже поверх этого подсохшего слоя я наношу следующий слой. И кончиком кисти я более четко прорисовываю темным оттенком туши линию ступеньки, отделяя их друг от друга. И внизу я поскрябываю сухой кистью с наличием туши, чтобы еще немного затенить это место. И внизу таким же образом намечаю землю. Можно для этого взять кисть и большего размера. Теперь я беру темный оттенок туши, черный, насыщенный, и тонкой, малой, жесткой кистью я рисую длинные тонкие линии, для того, чтобы нарисовать самый главный объект этого рисунка. Это очень красивую траву. Я напоминаю, что для тонкой линии мы оказываем минимальное давление на кисть, поскольку кисть малая и жесткая, мы работаем самым ее кончиком, и у нас будет получаться тонкая линия. Воды по минимуму на кисти. Затем тонкими линиями я прорисовываю кисточку этой травы, этой растительности. Лучше всего движения совершать уверенные и быстрые, тогда и линии будут получаться более уверенные и красивые. И чередуя тонкие линии разного размера, я рисую кисточку на конце прежде нарисованных травинок. Уделите этому внимание, поскольку это самый главный объект этой композиции. Теперь я беру какую-нибудь небольшую круглую крышку и, набрав на кисть светлый оттенок туши, подсушив ее о салфетку и распушив ее кончик, я вот такими вот горизонтальными движениями, поскрябывая по бумаге, обвожу вокруг имеющуюся круглую форму. И таким образом я очерчиваю круг Луны. Это будет последний элемент на данной композиции. Можно, даже не выравнивая кончик, обрисовать более четкий контур или этого не делать. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии о том, что бы еще хотели нарисовать. Лайкайте, подписывайтесь и до новых встреч!